Всем доброго времени суток. Сегодня хочу с вами поделиться вот таким вот узором. Давно я смотрела на схему этого узора. Как-то попалась у меня книга в электронном виде узоров на вязальной машине. И вот мне очень понравился вот этот узор. То есть можно делать красивый мыс или дополнять там свое изделие вот этими косичками, которые расходятся в разные стороны. Не по прямой, чтобы они шли, а в разные стороны. И вот я сегодня решила попробовать. Также еще помимо этого я хочу протестировать. Купила сегодня в Леонардо нитки, пряжу, акрил. Значит, вот это я не могу понять только чье это. Тут получается, что тут написано, так, произведено под техническим контролем специалистов компании Аделя Австралия на европейском оборудовании. Ну, что-то и Китай тут написано, и что-то импортер России. Не могу понять. Значит, это ниточка фирмы, я так поняла, Аделия. И... Так, ой, где-то она потерялась. И название ее получается Мария. Мария. В 50 это высокообъемный акрил. В 50 граммах 227 метров. Неплохой метраж и сочетание метража с граммами для вязания на вязальных машинах. В принципе, должно хорошо вязаться. Ну и еще одну ниточку я купила Пехорки, тоже высокообъемный акрил. Что еще могу сказать? И тоже буду тестировать. Но его буду в следующий раз тестировать на каком-нибудь образце. Из этой нитки я хочу сделать кардиган летний. Это тоже высокообъемный акрил. А этот топ, он такой, наверное, поплотнее будет, чем вот эта ниточка. Пехорка дешевле, чем вот это. Есть пехорка тоже в таких маленьких моточках по 50 грамм. Вот тут 100 грамм. Но вот так по ощущениям на ощупь, вот эта нить, она не скрипит. А вот если взять пехорку, то она вот так поскрипывает. Вот. Я перемотала моточек магазинный вот в такой моточек. Мне будет удобно, вообще очень удобно перематывать пряжу в такие мотки. И провязала гладью рядов, наверное, 15. Плотность для этой нити я выбрала 10. На каретке я поставила 10 плотность. И подготовила инструмент, который мне понадобится для вязания этого узора. Это 2 декера трехушковых и петли-уловитель. Начинаем. Свой образец я вяжу на 40 иглах от 0,20 и от 0,20. Серединка это у меня 0. Что я сразу делаю? Значит, после 0 это у нас серединка. Следующий петельный столбик я должна сбросить 8 петель. Но это я сделаю потом. Потом у меня будет после этой вот этой иглы я буду формировать 3 на 3 косичку. И следующий петельный столбик я тоже сбрасываю. Вот так сразу сбрасываю. Беру 2 трехушковых декера и делаю перекрещивание косички. Получается справа налево.
справа налево. И очень важный момент. Мы должны перенести на самую первую пустую иглу всю косу. И переносим слева направо. Дальше я беру петлеуловитель и спускаюсь до 8-го ряда. И поднимаю петельный столбик лицевыми. Набрасываю на эту иглу. То же самое с этой стороны. Провязываю, поднимаю вот этот петельный столбик, который мы только что распустили, лицевыми петлями. И эту петлю мы должны навесить на соседнюю иглу. То есть на этой игле у нас уже 2 петли. Остается у нас вот эта вот пустая. Она у нас не должна быть пустой. Мне нужен одноушковый декер. И я дужку соседней петли переношу на эту пустую иглу. Все. Левая сторона у нас сформирована. Теперь перехожу на правую сторону. Это серединка. Следующая петля мы сбрасываем петельный столбик. 3 на 3 у нас будет формироваться косичка. И седьмая игла сбрасываем тоже петельный столбик. Берем 2 трехушковых декера. И сейчас идет перекрест направо, слева направо. Но опять мы должны навешивать петли, набрасывать на иглы, на иглу самую первую, которая пустая, которую мы только что сбросили. Теперь справа налево, как оно все идет по порядочку. Так, беру петлеуловитель и поднимаю столбик лицевыми петлями. Навешиваю на следующую иглу за косичкой. Теперь с этой стороны то же самое. Сбрасываю, провязываю. И навешиваю вот на вот эту вот иглу еще одну петлю. То есть у нас получается здесь тоже 2. И вот эта пустая у нас оказалась. И сейчас одноушковым декером вот эту вот дугу нулевой отметки, так сказать, на первый будет очень сложно подцепить, но потом уже она разойдется в разные стороны, и нам будет легче. Так. Перебрасываем на эту иглу. Все иглы выдвину вперед. Ну, не все, вот там, где формировался вот этот вот рисунок. И провяжу 8 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее
Вот у нас центральная игла. Мы ее не трогаем. Мы сбрасывали в прошлый раз первый петельный столбик после центральной иглы. Теперь нам надо сбросить второй петельный столбик. Дальше мы формируем 3 на 3 косичка у нас. И следующий петельный столбик мы сбрасываем. Берем 2 трехушковых декера. И формируем, так сказать, косичку на самую последнюю пустую иглу. Так, теперь нам нужен петлеуловитель. И мы подхватываем последнюю петелечку, которую мы уже провязали лицевой петлей. Сбрасываем и провязываем дальше, поднимаем все лицевые петли вверх. Так. Набрасываем на соседнюю иголочку. Теперь тут то же самое, но здесь один нюанс. Я посмотрю. Здесь у нас были 2 петли на одной. И вот мы должны сбросить и подцепить те 2 петли, которые они и были, чтобы у нас на петле уловителя оказалось 2 петли. Тогда все хорошо. Скажем так, больше нельзя. Ну и не надо, потому что они потеряются. Потом будет очень сложно их как бы восстановить в нашей цепочке. И поднимаем петельный ряд лицевыми и набрасываем. Опять у нас на этой игле 2 петли. Так, теперь у нас пустая. Пустой у нас не должно быть. Берем одноушковый декер и с соседней дужки петли перебрасываем на вот эту пустую иголочку. Все, переходим на следующий, на правую сторону. Мы должны сбросить вторую петлю, второй петельный столбик после нуля. Вот 0 у нас. Мы сбрасываем вот эту вот. Потом у нас косичка 3 на 3 и сбрасываем вот эту петлю. Берем декеры и переносим теперь вправо, слева направо. На самую крайнюю начинаем с пустой. Так, теперь петлеуловитель, и у нас уже видно. Если мы с этой стороны где-то можем спустить ниже обычного, то ничего страшного у нас не произойдет, потому что мы тут у нас не было 2 петель на одной игле. То есть мы можем больше раз спустить. Так, давайте сразу возьмем одноушковый декер и соседнюю дужку, соседнюю петлю перенесем на вот эту пустую. И вот у нас остается вот эта вот часть. И вот она, вот это вот этот ряд, который нам нужно подхватить. Вот он. Обязательно на петле уловителя должны быть 2 петли. Вот они. 1, 2. И поднимаем.
И на эту иголочку надеваем петлю. И здесь у нас получается 2 петли вместе. Дальше провязываем, ну тоже я выдвигаю в принципе иглы вперед, там где формируется рисунок. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хочу сказать по поводу нити, пряжи вот этой вот, которую я вяжу. Вот она. Очень хорошо она скользит. Очень, мне очень нравится. Приятно вязать. Ну вот, продолжаем. А теперь, если мы вот так мы можем потеряться и, допустим, забыться, какую мы должны снимать там от нуля, первую, вторую, третью, какую. И вот у нас уже четко виден, мы четко уже видим формирование нашего рисунка и какой петельный столбик нам нужно сбрасывать. Вот видно уже, что нам нужно сбросить вот эту вот петлю. Лучше так не делать. Потом у нас идет 3 на 3 косичка и сбрасываем вот эту петлю. И повторяем так наш рисунок до того момента, покуда нам это надо. И не забываем именно набрасывать эти петли на последнюю пустую. Это важный момент, потому что за счет этого и формируется вот это расклешение нашей косички в стороны. Так, и вот этот тоже нюанс не забываем, который 2 петли вместе, чтобы они обязательно оставались на петлеуловителе. И тогда можно спокойно поднимать петельный столбик и на вот эту иголочку набрасывать. Здесь мы можем и больше снять, у нас не потеряется ничего. Так, возьмем сразу дужку соседней петли и перебросим на пустую. Можно сразу выдвинуть. Теперь эта сторона, то же самое мы видим, что именно вот идет наш петельный столбик, который нам нужно сбросить. Потом идет косичка 3 на 3. И вот это вот мы тоже сбрасываем. Мне очень понравился этот узор. Что-то новенькое. И красиво можно оформить мыс изделия. Наконец-то я добралась до этого узора и все-таки разобралась в схеме. И с удовольствием вам хочу предложить тоже попробовать сделать такое. Нитка, кстати, классная, мне очень нравится. Такая рыхлая, прям круто. Так. Так.
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Продолжаем свой узор. И теперь нам нужно сбросить. Вот эта дорожка пошла. Попробуйте очень сразу, как-то я сразу, да. Так, я сейчас проверю. Это заговорила сейчас. 3-3. И вот это вот сбрасываем. По схеме было сложно немножко разобраться, потому что там именно в последовательности определенной, вот как я вам показываю, нужно так и делать. Ой, что-то я тут не досняла. Так. Именно в той последовательности, как я и показываю. Кстати, если кто-то интересуется этой книгой, я скину ссылочку, оставлю ссылочку в описании под этим видео. Вы сможете посмотреть вот эти все узоры. Я вот точно не помню просто, как называется сейчас, чтобы я не сказала, что... Может, вы уже это видели многие. Я давно уже видела эту книгу, но все никак не получалось что-то связать по ней. Так. И дужка перебрасывается вот сюда. Так, мы уже не смотрим, даже я не смотрю серединку, я смотрю уже по дорожке, которая у нас есть. Отчетливо уже видно. 3×3. Так, 3×3. И это. Так. И помню, что здесь мы можем, в принципе, и больше спустить еще рядов. А вот с той стороны обязательно до ряда того, где у нас 2 петли на одной игле. Сейчас сразу, чтобы она не была пустая, перебрасываем сюда. И вот оно, вот оно, вот оно. Нужно четко попасть в 2 петли. Вот они. Ну, вот так вот и продолжаем дальше вести наш рисунок. Я сделала еще несколько заходов этого рисунка. Так, и вот что у нас получилось. Нежнейшая нитка, хочу сказать, мне очень понравилось ее вязать. Мне очень понравился этот узор. Очень нежный, интересный. И не так он и сложен. Не так сложно его было делать.
Хотя я думала, что будет сложнее. Вот так. На самом деле, вот если пряжу взять, вот она такая высокообъемная, мягкая нить. Еще я здесь протестировала на другой плотности. Там 6 пробовала, 7. Ну, 8 хорошо. От 8 до 10 хорошо вязать этой ниточкой. Так, ну вот, а это я уже... Вот это вот прошло ВТО. Вот этот вот образец мой. А этот еще нет. Я, честно говоря, не сильно люблю отпаривать вещи. Мне нравится вот объемность этих косичек. Но тут тоже хорошо получилось. Но эти такие толстенькие, красивенькие, да? Так говорю, самой нравится. Спасибо всем, кто был со мной, кто смотрел мое видео. Подписывайтесь на мой канал. Я планирую связать кроп-топ из этой пряжи. Еще планирую кардиган связать на лето. Постараюсь все выкладывать. Всем спасибо. Всем пока. До встречи.